Всем привет, это канал «Популярная политика» и программа «Честное слово». Программа, где мы задаем вопросы интересным гостям, а они отвечают интересно для того, чтобы мы все чуть больше о них узнали. Прежде чем я расскажу, кто наш гость, и мы непосредственно начнем с ним беседу, я должен сказать те самые дежурные фразы, которые говорит каждый ведущий на нашем канале. Поставьте лайк и подпишитесь на канал «Популярная политика». Мы молодой развивающийся канал, тем не менее у нас уже более 1 миллиона подписчиков, и мы, естественно, хотим развиваться дальше. Отправьте ссылку на это видео своим друзьям, родственникам или коллегам. Сегодня будет интересно, и гость у нас сегодня действительно очень-очень интересный. Его зовут Илья Новиков. Точно так же, как у меня фамилия, и точно так же, как и я. Он закончил Российскую академию правосудия и тоже юрист, как и я. Илья, добрый день. Мы с вами уже знакомы. Добрый день, да. Я не знал, что говорю с однокашником. Вот. Вы же еще и преподавали, насколько я помню, правильно? Да. Ну, у нас сегодня большая передача, 45 минут. Вы постоянный гость наших вечерних специальных эфиров. И все же давайте начнем с того, что объясним для тех людей, которые последний раз видели вас в вечернем эфире одной из развлекательно-познавательных передач в эфире телеканала, как так случилось, что последнее время они вас там не видят, и где вы сейчас? Вы понимаете, что последнее время, это последние, сколько, получается, 6 или 7 уже лет. Да. То есть, если эти люди последний раз видели меня 7 лет назад, то вряд ли они вообще помнят, кто я такой, и вряд ли им что-то про это интересно знать. Я думаю, вы имеете в виду передачу «Что и когда», видимо, да? Именно ее. Ну, смотрите, все очень просто. Я там играл с 2002 по 2015 год, даже по весну 16-го. А весной 16-го наступил тот момент, когда уже невозможно было делать вид, что Илья Новиков, который отгадывает загадки на Первом канале, и тот адвокат, который периодически на том же Первом канале что-то такое говорит, после чего комментирует. Вот это тот самый адвокат, который защищает эту Бандеровку Надежду Савченко, которая убивала наших русских ребят. Это два каких-то разных человека и, может быть, два разных адвоката. Это было понятно с 2014 года, когда я стал вести украинские дела, и когда я стал максимально откровенно говорить о том, что я думаю об этой войне. А это та самая война, это не две разных войны. Да? Вы понимаете, что и наши аудитория понимает, что то, что происходит сейчас, это началось в 2014 году. И пауза, которая была, это пауза только если смотреть со стороны. Если понимать, что все это время шли обстрелы, гибли люди, просто с разной интенсивностью, то предельно понятно, что война идет уже 8 лет. Это, в общем, то, что началось тогда. Понятно, что я не мог долго оставаться в эфире Первого канала. Кто-то из моих друзей ушел раньше. Еще в 2014 году. Я в 2014 году сказал продюсерам, что я с вами, ну, пока я с вами, да, но вы имеете в виду, что это не может быть надолго, потому что рано или поздно вам скажут, что у вас такой человек не может быть. Кто-то из моих друзей ушел буквально в этом году, когда уже стало ясно, что... Ну, это же все-таки тоже стадии варки лягушки, вы понимаете, да? Кому-то еще нормально, да, а кому-то уже кипит. Но когда стало понятно, что вот война уже идет, и Первый канал не активно участвует, прямо как одна из дивизий, может быть, даже одна из армий, и что влияние той пропаганды, которая идет через Первый канал, да, оно не... Его нельзя преуменьшить. Влияние на то, что эта война началась, на то, что ее можно вести, Россия может ее вести, Путин ее может вести таким способом. Многие из моих друзей, которые еще оставались в передаче, они оттуда ушли как раз вот в феврале или в марте до начала очередного сезона. А я ушел тогда, этого года, в правильно 2016 понимаю? году. Да, про это год. Поэтому шансов меня там увидеть последние годы у вас не было никаких. Но я не думаю, что это плохо. Я думаю, что все-таки викторина в телевизоре это менее важно, чем то, что убивают людей, и то, что ты боишься или не боишься по этому поводу что-то сказать или сделать. Если кто-то думает иначе, но мне сложно этому человеку объяснить, почему я думаю так. Все верно. Но, тем не менее, непосредственно в Киев вы переехали в 2021, если я не ошибаюсь, году, уже насовсем. Нет. В Киев я переехал, ну, это был такой затянувшийся переезд. То есть я долгое время жил на 2 дома, но с началом карантина в 2020 году, да, когда стало уже невозможно ездить,
я уже в Киеве был практически безвыездно. Я если переезжал в Москву в течение 2 последних лет, то буквально там на 2-3-4 дня и только по судебным делам. Но на самом деле, можно сказать, что переехал я в Киев года, наверное, с 19 или даже 18. То есть я здесь не новый человек. Я уже давно себя киевлянином могу называть гораздо с большим основанием, чем москвичом. Как вы уже пожать руку, даже можно сказать, на расстоянии. Скажите, были ли какие-то, возможно, знаки, сигналы, что вы должны прекратить заниматься этим делом, а иначе не дадут спокойно ни уехать обратно в Киев, ни заниматься вообще профессией? Сразу несколько вещей надо уточнять. Во-первых, давайте не растрачивать попусту слово «героический». Потому что героически это лезть под пули, да, это то, что мои товарищи сейчас делают здесь, в Украине. Когда максимум, что с тобой лично происходит, сейчас мы поговорим про то, какие еще были другие варианты, но максимум, что происходит с тобой лично, это то, что на тебя как-то косо смотрит судебный пристав, и у тебя просят, как у адвоката, сдать телефон перед входом в зал заседаний, что, естественно, никаким регламентом и законом не предусмотрено, но вот просят и просят, да. А что иначе? А иначе, ну вот положено, там, да, сдавайте, или выключаете, или что-то еще с ним делаете. Это все не надо ставить на одну доску. Да? А теперь о том, какие могут быть последствия. В дело по защите ФБК от неминуемого, как мы понимали с самого начала, то, что у нас были какие-то иллюзии, что вот мы сейчас за это дело возьмемся, и сейчас как мы защитим ФБК, как сейчас его не ликвидируют, как все будет хорошо. Конечно, таких иллюзий не было и не могло быть. Но в это дело я вступил с того момента, когда оказалось, что для Ивана Павлова, как раз для лидера адвокатов команды 29, это дело вылилось в обыск, задержание и уголовное дело о разглашении адвокатской тайны. По совершенно другому поводу. Но эти вещи настолько были параллельными, настолько рифмовались, настолько было понятно и самому Ивану, тем, кто был вокруг него, что это связанный какой-то накопляющийся эффект. Что вот здесь ты защищаешь журналиста Сафронова, которого обвиняют в шпионаже, а до этого ты защищал еще каких-то других людей, которых обвиняли в шпионаже, вот тут ты защищаешь ФБК, ну и, наконец-то, по совокупности тебе это все прилетело. Естественно, мы все это примеряли на себя. Мы думали, что, ну, как Иван, в итоге даже позже, чем, по-моему, уголовное дело у него было в апреле или в мае 2021 года, а иностранным агентом его и его коллег объявили только в ноябре или в декабре. Но, в принципе, мы все это на себя примеряли. Мы понимали, да, что любая из этих форм давления на нас тоже может быть примерена. Я каждый раз, когда въезжал в Россию, я, естественно, не был уверен, что я из нее спокойно выйду после этого. Но это, что называется, издержки времени. А теперь это все вообще уже потеряло всякий смысл. Если меня завтра объявят иностранным агентом, это на моей жизни вообще никак не отразится. Вы понимаете, да? Что эти вещи, они очень сильно девальвируются и очень сильно выглядят в зависимости от того, ты живешь в России или ты не живешь в России. Ты зависишь от России или ты от России не зависишь. Поэтому не надо как-то вот все это героизировать, вот, в том, что касается меня лично. Да, Иван сильно пострадал, Иван не может заниматься той работой, которой он занимался все это время, но он может оставаться нашим таким адвокатским организатором, в первую очередь. Я думаю, что широкой публике это не очень понятная вся материя, но для адвокатского комьюнити, адвокатского сообщества в России Иван был, остается такой знаковой фигурой, и он продолжает для объединения адвокатов и для координации делать очень многое, что совершенно никак не зависит от того, что Россия может его обвинить агентом или там, в чем-то обвинить или как-то заочно репрессировать. Вот для Ивана это в полной мере так. Да? Для меня это, как видите, я пока что даже не иностранный агент. Понятно. Так что о чем уж тут говорить и рассуждать.
Тем не менее, еще раз вас благодарим за то, что приняли участие в этом Спасибо за процессе. спасибо. Ну, продолжая эту тему, сейчас, то есть уже тогда было понятно, все было понятно уже, наверное, года с 13-го по этим нелепым сначала административки, потом какие-то нелепые уголовки на политических активистов и непосредственно уже экстремизм, фонд борьбы с коррупцией. Сейчас вообще Россия вышла из конвенции, и ЕСПЧ, можно сказать, в ближайшее время все. Скажите, если ты хочешь заниматься гуманитарным каким-то правом, если у тебя есть совесть, и ты понимаешь, что ты идешь в юриспруденцию для того, чтобы помогать людям и что-то менять. В обстоятельствах, когда все суды карманные, а единственный независимый суд, который был в Страсбурге, уже не является инстанцией, имеет ли смысл вообще заниматься юриспруденцией, или юриспруденцию в России можно пока похоронить в принципе? Тоже вопрос, который предполагает такой, если отвечать на него серьезно, да, то это где-то разговор на полчаса. А у нас, наверное, еще какие-то другие темы, кроме этого, да? Конечно. Я попробую вкратце. Во-первых, для разных людей ответы будут разными. Я знаю, что мои коллеги, которые остаются и работают в России, они видят в этом какой-то смысл. Даже если это паллиативная медицина такая, да, даже если ты... Весь интервал твоей борьбы заключается в том, что человеку, которого могли посадить на 5 лет, там, посадят на 3, а человека, которого могли оштрафовать на 200 тысяч, оштрафуют на 100 и так далее, все равно ты можешь видеть в этом какой-то смысл. Ты уменьшаешь количество зла в мире. Я для себя этого смысла не вижу. Я считаю, что в Третьем Рейхе не может существовать правозащита. Да, может существовать сопротивление, насильственное, ненасильственное, а правозащита существовать не может, потому что все понимают предельно ясно, что государство не признает право как какую-то силу, которая оно ограничено. Закон, как мы часто слышали в школе, не для вас, а для учителя. Извините, звонок не для вас, а для учителя, да, и закон для вас, а не для судьи. Или там не для прокурора, или не для какого-то большого начальника. Поэтому вот эта часть, она субъективна. Одни видят, другие не видят, одни уезжают, другие остаются. В то же время, даже в условиях Третьего Рейха нельзя сказать, что все суды карманные, в том смысле, что каждую отдельно взятую тяжбу там, о разводе Иванова с Ивановой или о взыскании долга там, Петровым с Сидорова, что каждую такую тяжбу суд решает по звонку из Кремля. Вы понимаете, что это не так, да? И огромное, я не знаю, там 90%, 95, 99 или сколько-то, огромное количество вот этой вот рутинной правовой работы, оно, в принципе, не зависит от того, у вас третий рейх на дворе или не третий. Но вот встает судья там, да, заваривает свой какой-нибудь, не знаю, что он себе заваривает, контрабандный кофе, да, или какой-нибудь эрзац кофе он заваривает, потому что у вас уже настолько далеко продвинулись санкции, импортозамещения, что вы теперь вместо кофе пьете обжаренные ячменные зерна, да. Но вот он встает, пьет это свое что-то, едет к себе в суд на работу, и там решает эти разводные дела или какие-то еще такие бытовые дела, совершенно не взирая на то, что у вас Гитлер или что у вас Путин. А на самом деле вы можете идти на юрфак, вы можете думать, что становитесь юристом с любой мотивацией, но вы должны очень быть упорным человеком, очень упорным и упертым, для того, чтобы все-таки в рамках правовой работы, если все-таки получили диплом, стали юристом, оставаться вот этим вот, значит, воином света, да. Вы, скорее всего, все равно, если это ваш основной хлеб, вы скатитесь в какую-то работу, которая вам приносит вашу ежемесячную зарплату или что у вас там есть вместо нее. Поэтому, да, смысл идти на руфаки, он все еще есть. Вот эти люди разводиться не перестанут. Россия может перестать существовать, да, но все равно, как бы ни называлась эта территория, там будут стоять какие-то здания, на которых будет написано «суд», и они все равно будут заниматься вот этой рутиной, никак не связанной ни с политикой, ни с войной, ни с чем другим. Поэтому есть ли смысл в юридических факультетах в Третьем Рейхе, да, или это факультет ненужных вещей? Ну, вот такой есть, и вот такой всегда будет. Предполагаю, что у нас не будет все-таки апокалипсиса, да, что у нас не будет атомной войны и всего остального. А если она будет, ну, какого ответа вы хотите? Наверное, тогда не будет юрфак. Согласен с вами. Но, тем не менее, в первую очередь зрители нашего канала знают вас по
выходом наши вечерние спецэфиры. Вы, как все знают, находитесь в Киеве. Скажите, где вы были, когда началась война? Как вы узнали о Когда том, что началась она война, в началась? смысле утром, Началась война не утром 8 24 лет числа я назад, был у а себя уже дома. последняя фаза ее, Я которая началась понимаю, да. 24-го. Мы все говорим, сейчас, когда мы говорим «началась война», мы имеем в виду, конечно, 24 февраля. Мгм. Я был у себя дома. Я об этом уже говорил несколько раз. Так получилось, что я живу, мой рабочий стол у меня дома, в моем домашнем кабинете, стоит по прямой линии в 50 метрах от рабочего стола президента Зеленского. Вот так я живу. И это не какое-то элитное жилье, это просто обычный киевский жилой дом, который просто так расположен. Поэтому я понимал, что если война начнется, она, скорее всего, начнется с бомбежки, и эта бомбежка, скорее всего, окажется у меня во дворе, и я в лучшем случае лишусь окон, а в худшем случае просто мой дом будет снесен. И, кстати, это еще не кончилось. Понимаете, что до конца этой войны Россия будет бомбардировать Киев ракетами или бомбами, или так или иначе, но Киев в покое не оставит. Более того, в какой-то момент могут решить, что все-таки надо разбомбить офис президента. Мне даже удивительно, что мне до сих пор есть где жить, да, и что мой дом до сих пор стоит, но вот он стоит, тем не менее. И я проснулся 24 числа, мы все ложились с таким тягостным чувством, ну, хотя уже было анонсировано вечером 23-го, что вот утром все начнется точно, готовьтесь, да. Но все-таки была еще такая абстрактная надежда, что, ну, может быть, нет. Что, может быть, пронесет, может быть, очередной блеф, может быть, очередная там отсрочка какая-то. Потому что мы знали все, что Путин трус, что он ненавидит решения, которые неотвратимые, необратимые, да, которые нельзя переиграть назад. Про которые нельзя сказать, что нет, вам показалось, нет, мы этого не делали, нет, ничего такого не было. И это его стиль на протяжении всего времени, которое мы знаем. А война — это все-таки необратимое решение. Когда вы уже своими самолетами, не прикрывая, что это самолеты ДНР, которых у них, конечно же, никаких нет, начинаете бомбить Киев, да, и начинаете бомбить Одессу, вы не можете потом сказать, что нет, вам показалось, ничего такого нет. Но вот так и началось. Как для всех, в принципе. Можно ли сказать, что Илья Новиков 55 дней назад и сейчас это как бы два разных человека? Нет. Нет. Все тот же. Ну, это не всегда видно изнутри. Бывает так, что ты все перемены не чувствуешь, а человек, который тебя видел там 2 месяца назад, последний, говорит: о, как ты изменился сегодня. Но мне такого никто не говорил. Я помню, что первую неделю или первые 10 дней я вообще не мог есть. В принципе, вот я подносил какой-то кусок рту, да, я понимал, что даже если я жую, ну, там, что-то там, да, какой-то чай или теплую воду с печеньем, что-то я мог себе такое протолкнуть. А потом ничего. Но вы должны понимать, что я не был под реальным обстрелом. Да, я максимум заезжал куда-то, откуда наши грады стреляли по русским, а не куда прилетали русские грады. Может быть, человек, который лично под обстрелом побывал и посмотрел на врага через прицел, может быть, у него действительно что-то сильно в нем меняется. Но мое участие в этой войне было таким пока что, во всяком случае, исключительно вспомогательным. Так что мне и говорить, что вот война меня перепахала, да, мне не приходится. Но еще раз, мы не говорим про эту войну прошедшего времени. Вот как раз вчера у нас началась очередная, вторая и, наверное, последняя попытка наступления русских на востоке и на юге. Поэтому считать, что вот мы сейчас про эту войну будем говорить, как будто это что-то такое, воспоминания мы пишем, мемуары, да, ну, не приходится. И эти 55 дней, мы понимаем, что это не будет 55 дней войны, это будет, ну, 2 месяца, да, 3 месяца, 4 месяца, полгода. Сколько получится. Скажите, мы все помним, когда вы вышли в один из спецэфиров в качестве гостя к нам, если я не ошибаюсь, в камуфляжной форме, и сообщили о своем решении вступить в территориальную оборону Киева. Расскажите, как было принято это решение и что на себя налагает этот статус конкретно для вас, и что под собой вообще это подразумевает? Там было чуть иначе. Я в территориальную оборону вступил на 3-й день войны. И то там у меня были сложности, потому что у меня российский паспорт, да, как-то вот люди на тебя смотрят несколько удивленно, что ты здесь делаешь, почему ты не на той стороне на этой. Но у меня было хорошее объяснение, почему на этой стороне не на той, но не важно.
просто форму мне дали достаточно поздно. Да, если твои обязанности тебя не выводят за пределы Киева, а если в Киеве в те дни вообще все готовились просто, что здесь пойдут русские танки по улицам, уже неважно, в какой ты форме, ты уже либо бежишь от них, либо пытаешься в них стрелять. Форма — это уже такое скорее признак того, что ну вот, значит, первые самые тяжелые дни прошли, уже можно подумать о каких-то вещах, таких более второстепенных. А все просто, ты подписываешь контракт, ты, по сути, передаешь себя в распоряжение вот это вот командования теробороны. Это очень по-разному выглядит в Киеве и в других местах, потому что где-то тероборона, она вот просто с первых же дней оказалась втянута в самые такие горячие бои. Потому что по замыслу теробороны это такая милиция, по сути, да, милиция в старом смысле. Не советская милиция, которая вот преступников, а ополчение такое, да, полупрофессиональное или вовсе не профессиональное, которую ни в коем случае не рассматривают как какой-то боеготовный такой элемент вооруженных сил, которые там помогают вооруженным силам на местности, да, потому что это местные люди, которые знают, где у них что, знают, где у них мост, там, да, где у них лужа, где у них болото, и могут в этом смысле оказывать наценимую помощь. Так вот, многие из таких людей, которые по смыслу, вообще по задумке того, что такое ТРО, не должны были оказываться в ситуации, когда вот ты вот русский танк, они оказались в такой ситуации буквально в первые же дни. Там, в Киевской области, в Черниговской области таких очень много. И в Киеве все было иначе. В Киеве в основном первые наверное, недели две, пока не стало понятно, что вот штурма вот уже сегодня-завтра, скорее всего, не будет. Это все концентрировалось на охране каких-то объектов, там, типа вот мы заправки охраняли. Почему? Потому что были опасения, что будет мародерство. И в тех местностях это в меньшей степени касалось Киева, но в большей степени касалось тех мест, где вот такая образовалась ничейная зона, откуда украинские силы уже ушли, а русские еще не пришли, или наоборот, смотря по тому, в какую сторону двигался фронт. Там как раз случаев мародерства именно цивильного, не мародерства российских военных, а цивильного мародерства, их было достаточно. Были блокпосты там, которые очень по-разному выглядели. Какие-то были такие совсем основательные, да, но уже такое уже более позднее, там, наверное, конца первой, начала второй недели, когда все блоки стоят уже правильно, образом все заминировано, как положено. А были такие блокпосты, что вот там стоит, допустим, бак со строительным мусором, да, вот и второй бак, и они переграждают дорогу, и понятно, что если танк по ним поедет, он, скорее всего, снесет. А их охраняют люди, которые, как попало, вооружены, смотрят друг на друга, значит, одни едут военные, другие едут военные, те друг на друга смотрят, а вот вы не случайно не ДРГ, а вот вы случайно не вражеский блокпост, и вот так вот это все происходит. В общем, война — это, ну, да, все, кто читал «Браво, солдата Швейка» или там «Уловку 20, да, знают, что война — это в первую очередь хаос и непонимание, что с тобой случится в следующие минуты. Это не всегда прямо вот такой вот какая-то игра-стрелялка, да, где у тебя бесконечные патроны, перед тобой глупые враги. Но моя война выглядела вот именно так, да, что это Киев и один раз я ездил на учения за пределы Киева. Угу. Но в любой момент вас могут опять же привлечь. Ну, теоретически, да, я же контракт подписал. Понятно. Ну вот мы говорим по поводу того, что патроны конечны и солдаты конечны, но есть же и ядерное оружие. И вот, знаете ли, я послушал сегодня Лаврова по поводу того, что мы пока не будем прибегать к этому методу, и словил себя на ощущении, что если у них просроченные пайки, какие-то советские полуржавые каски, может быть, и с оружием ядерным все так же. Как вы думаете вообще, согласны ли вы в этом со мной, и прибегнет ли Путин, загнанный в угол, все-таки к этому методу когда-либо? Я приучил себя не думать об этом за эти 2 месяца. У меня был момент, когда я остро осознал, что вот да, я живу в городе, на который в любой момент может прилететь атомная бомба, и ничего с этим абсолютно не сделаю. Но ты его переживаешь, как-то передумываешь, и дальше ты должен с этим существовать. Либо ты уезжаешь из этого города, либо ты остаешься, ты просто принимаешь это как новую реальность, в которой ты живешь. Мне все равно, что по этому поводу говорит Лавров.
Я не думаю о том, что у России ржавые ракеты. Я думаю, что они ржавые, да, но это не то, чем мы можем себя так сильно успокоить. Ржавая не может ржавая, и, может быть, из 10 взлетит одна, но если одна взлетит, ну, какое нам утешение после этого, что остальные 9 были ржавые. Поэтому ты просто говоришь себе, что ну вот так теперь будет, есть вещи, на которые ты не влияешь, ты все равно должен, если уж ты остался, да, если ты должен делать что-то полезное, кому-то помогать, да, как-то существовать, и просто отодвигаешь это на какой-то дальний горизонт твоего восприятия мира, потому что если ты будешь каждую минуту думать, вот сейчас меня разбомбят, то ты превратишься в персонажа фильма про доктора Стрэнджлава, да, которого на этой почве едет крыша, и который по этому поводу вытворяет такое, что не нужно вытворять. Вообще мне сложно как-то вести этот разговор, как будто мы обсуждаем какую-то отвлеченную проблему. Как будто это разговор про историю, про Карибский кризис, а вот давайте подумаем, могла ли тогда начаться Третья мировая война. Ну, мы знаем, что она не началась, а про сегодняшний день мы этого не знаем. Ну, может, по сути, случится в любой момент. Так ли полезно об этом думать, накручивать себя? Или, наоборот, утешать себя какими-то отвлеченными соображениями, про которые ты ничего не знаешь, про эти ржавые русские ракеты? Делать, что должно быть, что будет. Какие еще могут быть подходы к этой ситуации? Не могу не согласиться. Ну, если сейчас немножко переместиться в Россию, посмотреть, какие чистки идут в армии, в ФСБ, то мы понимаем, что все, естественно, пошло не так, как хотел Путин изначально. Наверняка в папках там ему приносили какую-то информацию о том, что уже избитая фраза, что войска будут встречать с цветами, чего, естественно, не произошло. И хотелось бы услышать именно ваше мнение по поводу этого. По поводу чего именно? Действительно ли Путин был настолько дезинформирован о реальности, которая сейчас происходит, что Украина — это отдельное независимое государство уже со своими укладами и обычаями, что никого там не ждут. А ему эту информацию преподносили по-другому. То есть действительно ли это так, по вашему мнению? Почему это важно сейчас, вот в наших сегодняшних реалиях? Смотрите, что происходит в голове у Путина на самом деле, да? Это не очень интересный вопрос. Это был осмысленный разговор, пока война не началась, и пока мы строили себе какие-то там наши схемы, почему она начнется или не начнется, и друг друга в этом убеждали. Когда она началась, это вопрос уже для историков из будущего и для, не знаю, ученых-психиатров или кто там этим будет заниматься. Потому что мне кажется, что вот такие разговоры направлены на самоуспокоение. Вот, да, это такой жанр, скорее, Алексея Арестовича, у которого всегда есть что хорошего сказать. У него всегда есть какая-нибудь хорошая новость, какое-нибудь хорошее соображение, значит, идут москвичистки, не идут москвичистки. Я не очень умею такие вещи. Я говорил уже, что я считаю, что Путин патологический трус и человек, который не способен рисковать. Вот идти на риск, понимая, что это риск, понимая, что может пойти так, а не иначе, это абсолютно не в его стиле. За все 20 лет, или сколько там мы его наблюдаем, 22 года, он ни разу на моей памяти такого не делал. Он всегда, если он шел, он знал, что значит, у него есть допустимые потери, но с этими допустимыми потерями он получит вот то, что он хотел. Для него таким сюрпризом отчасти стало то, что все-таки на него наложили санкции после аннексии Крыма. Он это воспринял, видимо, как, бывает. Но, в принципе, потери допустимые. Да? Значит, народ будет немножко обнищает, но ничего страшного. Мы им скажем, что это все для блага Великой России. Но у него абсолютно точно была полная уверенность, что войну он так или иначе с потерями, неважно, с санкциями, но он выиграет и достаточно быстро. Я не знаю почему. Это папки так сыграли свою роль, или это китайцы ему что-то пообещали, или, не знаю, какие-нибудь астрологи, гадалки, попы, кто-то ему еще про это что-то объяснил. Но у него картина мира была такая, что у него уже все решено, все гарантировано, ничего плохого не будет. Та картина сорвалась, что у него в голове творится сейчас, мне кажется, обсуждать бесполезным. Мы имеем дело с человеком неуравновешенным, скорее всего, психически больным, что его совершенно не оправдывает никак. Да? Это я уже не начинаю защищать его,
что называется, съезжать на психиатрию, как говорят. Но для наших повседневных с вами дел то, что там у него происходит под его черепушкой, совершенно никакого значения не имеет. И кто ему там эти папки носил, это тоже вопрос не сегодняшнего дня. Ну, по крайней мере, для меня. Естественно, кому это интересно, тот может такие построения делать. Я просто не знаю, как в них участвовать. И что вообще на эту тему можно сказать. Хорошо, если перенесемся уже непосредственно в наше время и в наши часы. Российских войск в Киеве уже нет. Скажите, как происходит сейчас восстановление их и не было Киева? никогда. Ну, в северной части области. Ну, как происходит заехал одинокий БМП, который сразу расстреляли, и присутствие в Киеве это ограничилось. А конкретно я имею в виду, что да. Конкретно именно по какой-то вот ежедневным каким-то процессам в городе, возвращение бизнеса к работе, возвращение вообще, в принципе, к нормальной жизни. Какая атмосфера сейчас в Киеве и вообще окружающая вас атмосфера? Видно ли, что город потихоньку возвращается к нормальной жизни? Я про это рассказывал несколько раз, в том числе в ваших эфирах, на вашем канале. И мне кажется, очень обманчивое впечатление может создаться, если вы говорите про то, что в Киеве жизнь улучшается, и люди думают, ну Киев же это в переносном смысле вообще Украина, да, там официальный Киев заявил. Что это значит? Это значит, Министерство иностранных дел Украины заявило. А бои-то идут не в Киеве. Да, и то, что в Киеве снова появились пробки из гражданских машин, потому что люди возвращаются, это вообще не значит, что в Украине начала улучшаться жизнь. С каждым днем разрушаются дома, убиваются, погибают люди, убивают людей. И поэтому мне этот разговор не очень хочется вести вот в таком виде. Да, в Киеве жизнь улучшается. Это можно воспринимать как то, что война отступила. Нет, война переместилась. Может еще вернуться сюда. Киев, как мы только что обсудили, могут разбомбить просто одной атомной бомбой. Да? Киев могут начать бомбить, я не знаю, могут или не могут технически, да, но могут попытаться, по крайней мере, бомбить ракетами, просто кинуть на него все ракеты, которые у них есть. Поэтому давайте вот как-то все-таки эту тему немного отодвинем. Да, я могу делиться, но те, кто хотят мои личные впечатления, да, они просто могут посмотреть другие разговоры со мной на том же канале, я про это рассказывал. Да, там, что, как для меня было, например, таким приятным шоком, когда, значит, снова появились авокадо в Киеве. Вот то, что появились авокадо в Киеве, это как-то отменяет тот факт, что под Изюмом, да, идут очень жестокие бои сейчас. То, что Мариуполь там находится в состоянии разрушенного города, когда он практически весь стерт. 300-тысячный город или 400-тысячный город, сколько у него было населения до войны, он весь стерт с лица земли, от него ничего не осталось. Поэтому вот Киев, давайте все-таки за скобками. Киев — это Киев, Украина — это Украина. Украина — это Украина, действительно. Скажите, вот сейчас, как вы уже сказали, и мы рассказываем каждый день, война переместилась на восток. Весь адекватный мир понимает, кто виновник этой войны, предпринимает какие-то усилия, направленные на помощь Украине, какие-то достаточные, какие-то недостаточные, что-то нужно было сделать еще давно, и, возможно, жертв мы могли бы таких избежать. Чем сейчас, еще кроме вооружения, может помочь окружающие страны, Европа и вообще в целом мир для того, чтобы эта война как можно быстрее закончилась? Дать еще больше вооружений. Дать еще больше вооружений. Энлавы — это очень здорово, джавелины — это очень здорово. Нам нужны самолеты, нам нужны противовоздушные системы, нам нужны пушки, нам нужна всякая электроника, которая обслуживает все это, там, да, всякие системы наведения, контрбатарейные и прочее, прочее. И здесь, здесь, с одной стороны, все очень просто, да, ничто из этого не будет лишним. А с другой стороны, все это каждый раз упирается в то, что в одном государстве вот так, в другом иначе. Венгрия пытается как-то сидеть на двух стульях, причем стульях из того самого анекдота, да. Все на практике сложно, а в теории все очень просто больше оружия.
Понятно. Илья, такой вопрос. Сейчас мы видим какие-то митинги в больших городах России, одиночные пикеты в городах поменьше, но Путин по-прежнему в любом случае у власти. Как вам кажется, как сейчас должны себя вести россияне, которые против войны? Что они должны делать конкретно от себя для того, чтобы показать свою позицию? Как вам кажется, какой максимум для россиянина сейчас для того, чтобы закончилась эта война? Я не буду давать советов издалека, но есть два измерения. Личное, субъективное, вот то, что тебе твоя совесть говорит, то ты и делаешь. Если она тебе говорит, поддерживай Путина, ну вот такая у тебя совесть, да? Ты уж ничего не поделаешь. Если она тебе говорит, выходи на митинг, чтобы тебя там скрутили, оштрафовали, посадили, да, ну, значит, выходи на митинг. Если она говорит, уезжай, значит, уезжай. И здесь никакой советчик, который сидит по другую сторону фронта, тебе не нужен. Ты сам прекрасно знаешь, что этот голос внутри тебя тебе сообщает. А в смысле большой стратегии я не знаю тоже. У меня нет никаких хороших стратегем, что вот если российское общество сделает раз, два и три, то Путина получится свергнуть, войну получится прекратить, жизнь получится вернуть в нормальное русло. И я даже не уверен, что Россия останется как одна страна после завершения этой войны, да, потому что меняется отношение мира. Вот эти люди, которые говорили, пропагандисты, соучастники этих преступлений, которые в начале войны говорили, что весь мир Россию ненавидит, Запад Россию хочет расчленить, Америка хочет, чтобы на месте России были какие-то там несколько десятков других государств, колонизировать и так далее. Когда они это говорили перед войной, когда они обрабатывали, унавоживали вот этим всем головы своих слушателей, они прекрасно понимали, что они врут. Они в основном ездили в Европу, в Америку, знали, что это все не так. Но им казалось, что ну а что такого? Значит, вот я сейчас вот это вот потранслирую в эфире, потом сяду в самолет, уеду к себе на виллу, и у меня все будет хорошо. И вот как тот мальчик, который кричал «волки, волки», да, только в сказке про мальчика, который кричал «волки», а волки были настоящие, просто они были где-то еще далеко. И к тому, что мальчика в итоге съели, то, что он кричал, ну, прямого отношения не имело. Мальчики просто не пришли на помощь. А эти люди этих волков создали. То есть по состоянию на февраль этого еще не было. Не было заинтересованности у мира, чтобы Россия не существовала как страны. Не было заинтересованности у мира, чтобы у России не было ядерных ракет. Россия, в принципе, всех более-менее устраивала в том виде, как она существовала. И я просто наблюдаю отчетливо вот эту тенденцию, тренд сползания, что если в феврале еще не было такой постановки вопроса, что Россия должна перестать существовать. В марте для многих, от кого это зависит, да, это уже было скорее, ну, это будет неприемлемая цена, если в результате отстранения Путина Россия развалится и перестанет существовать. А сейчас мы потихонечку мимо промежуточной станции «это неприемлемая цена», проезжаем станцию, где она уже приемлемая, потому что вы понимаете, что маньяк с ядерными ракетами, по сравнению с тем, что у него там половина его страны вымрет в результате всех этих пертурбаций, да, потому что революции они не обходятся дешево, и гражданские войны последующие не обходятся дешево. Это уже, ну, такая цена, в принципе, высокая, да, но не заоблачная. А следующая станция – это то, что разрушение России – это просто бонус. Да, значит, конечная цель, чтобы миру не угрожали ядерной дубинкой, и мир не шантажировали вот этим вот апокалипсисом, да. Но если заодно не будет и России, ну и хорошо, ну и ладно, ну и пусть, и замечательно. Это поезд на эту станцию пока еще не приехал, но он движется в эту сторону, понимаете, да. Симпатий к России и к русским в мире, их становится намного меньше за эти неполные 2 месяца с начала этой войны. Ведь, в принципе, до Первой мировой войны немецкая культура тоже считалась такой передовой, замечательной, да, той, которой старались подражать, немецкая наука передовая была. И уже через первые несколько месяцев даже Первой мировой войны это все довольно надежно рассосалось. Уже когда начался Гитлер и Вторая мировая, все пошло
гораздо большим темпом. Вот сейчас Путин может все эти этапы, которые у Германии заняли 30 лет практически, да, он может их проскочить в припрыжку за буквально считанные месяцы. Поэтому что делать русским и как себя вести в России, я не знаю, советовать тоже не буду. Если у кого-то есть хороший план, ну, пробуйте. Я не тот человек, который будет давать этот совет. Хорошо, если мы начали говорить о Германии, то прошло не одно поколение, и, соответственно, репарации репарациями, но отношение к войне, то есть покаяние какое-то о том, что да, действительно, такое было, и не учебниками даже истории, то есть уже в воспитании, с семьями все это пестовалось, что это было, и по-другому на это смотреть нельзя. Как вы думаете, война рано или поздно в любом случае кончится? Сколько поколений потребуется России и народу для того, чтобы осознать, что да, мы действительно в этом всем участвовали? Но если хотите цифру, я бы сказал, что минимум 2 поколения. То есть кладите смело 30-50 лет. Эта яма очень тяжело засыпается, и она может начать засыпаться только с того момента, как ее перестали копать. А вы видите, что ее русское телевидение и русская власть пока что копают с возрастающей интенсивностью. Все эти свастики в форме буквы Z на школах и вот все это победобесие, которое накапливалось все предыдущие годы, да, когда День Победы — это не то, что там, слава богу, что нацизм закончился, да, это мы всех победили, и мы всех еще раз победим. Это же к этому все шло, да. И в этом году я не вижу никаких предпосылок, почему к 9 мая Путин уже будет, допустим, там свергнут, отстранен или убит, и почему эту яму не продолжат копать в том же направлении вертикально вниз, еще какое-то существенное количество времени. Вы понимаете, что вы когда замазываете людей, вы когда человека, который там привык про себя говорить, что, ну, знаете, я политичен, да, вот что это политика, это все так неинтересно, так мерзко. Когда вы все-таки под угрозой того, что его просто уволят с его работы, где он получает свою маленькую зарплату, и он окажется в положении, там, не знаю, бомжа, голодающего, у него семья там будет бедствовать, вы все-таки заставляете его эту свастику себе на грудь повесить и сфотографироваться с своими коллегами по работе там, или по вузу, или где он там еще находился, в форме этой буквы Z, человеку уже некомфортно жить с пониманием, что он на стороне зла. Значит, он себе будет копать эту же яму только внутри своей собственной души. Он будет себе объяснять, что ну раз вот я встал в эту букву Z, значит, это правильная буква Z, значит, так и надо. Ну и где здесь должно начинаться покаяние? Поэтому я скептически на это смотрю. Я думаю, что денацификация и десталинизация, потому что вот миф про Сталина и про ту войну и ту победу — это важная часть этого нынешнего нацистского мифа в России. Они займут поколения, не одно поколение. Пока не вымрут все те, для кого комфортно в голове ложилась вот эта мысль, что Сталин молодец, значит, и мы тогда, значит, фрицев, а вот сейчас укропов, пока их не станет пренебрежительно мало, просто физически, да, они должны уйти как поколение. Их просто не должно быть, этих людей. Потому что как человеку, который комфортно носил это в голове, как ему исцелиться и внутри себя всю эту эволюцию проделать, я с трудом могу представить. Если мы говорим, я, наверное, чтобы не заканчивать на печальной ноте, я могу сказать, что когда мне становится как-то, как там было про русский язык, да, там великий, могучий, там был какой-то, мы же все это учили в школе, да, тягостные раздумья о судьбах Родины, да. Вот когда мне кажется, что все это уже черная такая чернота, в которую все это сползло и уже никогда не встанет, я просто вспоминаю тех обычных людей, которые мне попадались, там какой-нибудь водитель грузовика, дальнобойщик, который там мне помог из кювета вытащить машину, да. Какой-нибудь гаишник, при том, что мы привыкли гаишников, конечно, так воспринимать, как своих естественных биологических врагов, да, который оказался не сволочью, там, да,
Я ему объяснил, что там, почему я нарушил. Он сказал, ну ладно. И на самом деле, когда ты чувствуешь, что ты разочаровался в человечестве, тебе уже кажется, что все, это уже какие-то звери, это не люди, в них ничего человеческого не осталось. Но просто вспоминай, вот, что хорошего ты видел от людей. И это очень сильно помогает. Это помогает как-то, ну, не чувствовать себя таким ницшанским героем, который вот здесь один в белом плаще с факелом, да, вокруг него все вот эти вот унтерменши. Ты понимаешь, что да, люди разные, люди слабые, люди поддаются влиянию, но это не значит, что у них в душе не осталось вообще ничего живого и доброго. И да, конечно, чем раньше начинать каяться, и чем раньше начинать говорить себе, что это не просто ошибка, да, это преступление, это колоссальное зло, которое там я, мои соседи, мои друзья, мои знакомые, мои родственники, мы все вместе помогли или не помешали сделать. Вот чем раньше это начинать, тем, конечно, лучше. Но это не значит, что вот из этой долины тени, да, что из нее нет вообще возврата. Конечно, есть возврат. И, конечно, в душе у каждого из нас есть какое-то понимание, что убивать людей нельзя, насиловать людей нельзя, грабить нельзя. Врать обо всем этом тоже нельзя. Что это плохо, а вот то хорошо. Давайте на это надеяться, давайте считать, что человечество, и русские в том числе, пока еще не настолько пропащие, чтобы не вернуться из того ада, куда их завели за эти 20 лет и за эти неполные 2 месяца. Надеюсь, как оно будет, посмотрим. Надеюсь, что этот процесс начнется хотя бы как можно быстрее. Что ж, мне кажется, что у нас получился достаточно интересный разговор. Спасибо большое, Илья, за то, что приняли наше предложение об интервью. С вами был Удачи. Данил Новиков и Илья Новиков. Подписывайтесь на наш канал. Пока.